Всех приветствую! Записываем, как всегда, обновление обзора криптовалют. Сегодня биткоин у нас полился вниз. И давайте посмотрим, куда он теперь у нас ориентировочно должен дойти. Основной вариант движения сохранился. Это коррекция вниз. Повторно промеряем, куда у нас доходит коррекция. И расчетная зона, куда придет коррекция, у нас вот здесь. Получается, что вероятнее всего мы сходим еще пониже, до данных лоев, хотя бы в зону закрытия вот этих свечей. Поэтому зону немного спускаем и ожидаем его пониже. Когда мы придем в эту зону, не нужно бездумно откупать, нужно будет дождаться следующего движения. Нужно будет дождаться заходного импульса, на откате покупаем и с расчетом похода наверх со стопом за основание. Пока этого мы не увидим, даже при достижении расчетной зоны входить не совсем правильно. Но в любом случае торгуйте согласно своей стратегии. Мой прогноз пока отрабатывает, и мы идем ниже. Дальше смотрим эфириум. По эфириуму, так, на 4 часах глянем. По эфириуму у нас все идет по плану. Немного перебили пик, но это ничего не изменило. Также мы отрабатываем нисходящее движение. Промеряем расчетную зону. Она у нас располагается вот здесь. Мы уже достигли закрытия свечей в пике волны А и, вероятнее всего, продолжим движение ниже. Прогноз по эфириуму отрабатывает, и он по-прежнему актуален. Смотрим Ripple. По Ripple вот здесь была проторговка несколько дней, после чего ожидался прострел вверх выше отмеченного уровня. Мы туда и прямо сходили, сверху нас начали откупать, и сейчас мы ударились сверху об уровень. Если мы его не пробьем и закрепимся сверху, то это будет хорошим сигналом на то, чтобы движение продолжилось выше. Пробили уровень, сейчас мы его тестируем и, вероятнее всего, пойдем выше. Если же движение ослабеет и мы закрепимся ниже этого уровня, то лучше поискать точку входа попозже. Данное движение отработало. Мы его удаляем, разметку. Давайте глянем на часовиках Ripple. Если наше предположение верно, то это была волна 1-2, и расчетная зона волны 3 у нас находится вот здесь. Мы ее еще не достигли. 1, 2, 3, 4, 5. Ориентировочно это была тройка в тройке. Объемы здесь есть, индикатор перебил максимум, пока все нормально. Но, как альтернативный сценарий, сейчас я вам покажу вот такую штуку. У нас здесь треугольная формация была, и по форме это также осталось треугольником. Если отметить трендовой линией данное движение, то мы не смогли пробить нисходящую трендовую линию. А это значит, что существует вероятность пойти к нижней трендовой линии, а это вот сюда. Если мы не пробиваем вот этот лой, то это не отменяет восходящее движение, просто коррекция трансформируется и будет ниже. Имейте это в виду. Поход наверх может пойти и с отмеченной формацией, прямо отсюда, и с обновлением вот этого лоя. То есть ожидается либо отсюда наверх, либо после отбития от верхней трендовой линии протестируем нижнюю и пойдем уже отсюда вверх. Здесь нужно будет следить за реакцией рынка на вот эту трендовую линию. Пока прогноз вот такой. Смотрим Dash. По Dash у нас без изменений. Мы все еще продолжаем торговаться во флете с приоритетом на снижение. Если мы не посетим расчетную зону наверху и мы завершили коррекцию именно здесь, то давайте посмотрим нашу расчетную зону. Ну, в принципе, она здесь же. То есть мы можем сходить достаточно низко. Пока для меня это основной сценарий, так как объемов нет, никакой реакции на рынке нет. Входить в него, в Dash, пока особого смысла нет. Торгуемся во флете. Смотрим ADU. Нужно посмотреть на часовиках. На часовиках во время падения биткоина ADA хорошо держит уровень. Но если вы еще не в ней, пока входить рано. Нужно дождаться заходной импульс. Хорошо то, что на индикаторе мы получаем неплохую дивергенцию по закрытым свечам. Есть вероятность того, что примерно с этих уровней мы развернемся и пойдем наверх.
но фактических сигналов пока на это нет. Нет роста объемов, нет заходного импульса. Прогноз оставляю тот же, движение наверх, но если пока вы не входили, то и пока не надо. В зависимости от того, как отреагирует рынок, нужно будет принимать решение. По Polkadot также мы торгуемся во флете. Здесь нужно понаблюдать еще немного за движением, пока здесь непонятно, что происходит, но без объемов смысла сюда входить нет. То, что это коррекционное движение, говорит характер структуры. Сюда 3 волны, сюда 3 волны и опять идем вниз. Скорее всего, движение продлится также вниз. Объемов пока нормальных нет. BNB. Такая же история. Торгуемся во флете. Приоритет движения нисходящий. Рубль и индекс доллара смотреть смысла нет. Присылали донат на просмотр монеты ZeroSwap. ZUSDT. Она торгуется на KuCoin. Давайте глянем ее поподробней. Месячный таймфрейм. Она торгуется всего 2-й месяц. Здесь ничего не понятно. Смотрим дневной график. Всплеска объемов нет, но немного растет объем. Но это, в принципе, в рамках нормы. Пока истории маловато, и толком сказать ничего по ней нельзя. Давайте посмотрим на 4 часах, что здесь у нас происходит. Индикатор понижается, цена повышается. Говорит о том, что приоритет движения, скорее всего, будет вниз. Мы пока так и идем вниз. Волны здесь никакие не построить. Здесь нет достаточной информации для построения волн. Если вы еще не в монете, стоит ли сейчас заходить? Можно построить вот такую штуку. Параллельные каналы. Мы находимся у нижней грани. И вероятнее всего, если получим здесь заходной импульс и не будем пробивать трендовую линию. Смотрите, при достижении в самом начале хорошо откупились. Здесь хорошо откупились. Получается, дошли до середины канала, это 50%. Затем при достижении снова этой линии 56% получили. И сейчас снова мы у данной зоны. Если отсюда отталкиваемся, то даже доходя до середины канала, можно заработать 30 с лишним процентов. А если пойдем выше, то и все 60. Давайте глянем часовики. Объемы здесь просто никакущие. Они ровно идут. Вне зависимости от того, куда идет цена. Очень похоже на торговлю просто какими-то ботами. Возможно, кто-то набирает позицию. Просто выставил, что каждый час берем определенное количество объемов. И вот так вот, как покошенная трава какая-то, прям в один уровень. Просто набирают. Вполне возможно, в определенный момент все это дико выстрелит. Но из локальных трейдов я бы посоветовал вот такое. То есть, если мы сейчас получаем вот что-то подобное, какой-то заходной импульс, то на откатах, вот здесь вот видите, уже на откатах хвосты появлялись, здесь набирали. На откатах можно брать со стопом за данный лой. И уже пойдет движение наверх. Пока этого не увидели, лучше это не трогать. Потому что до вот этого лоя было, смотрите, также был лой. Здесь его вот так вот построить. Пробили. И на пробитии резко откуплено было все. Здесь также мы его пробили. И резко все откуплено было. Поэтому вполне вероятно, что либо мы с этих уровней пойдем наверх, либо также пробьем и резко пойдем наверх. Если тип торговли здесь не изменится. Еще раз повторю, лучше это не трогать, пока не появится заходной импульс с подтверждением, что мы идем наверх. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение о криптовалюте. Большое спасибо за донаты, удачной торговли и счастливо!